Всем привет! Новое классическое дополнение «Гнев Короля Лича» выходит уже через 4 дня. Не знаю, как для вас, но с момента анонса до релиза лично для меня время пролетело очень быстро. Казалось бы, времени, чтобы подготовиться, было очень много, но по факту я ничего не успел. Единственное, что нафармил А4 для более комфортного старта в Нацколе, закрыл кое-какие квесты и вроде все. Ну, это как бы не смертельно. Недостаток голды и прочих плюх наверстаем уже после официального релиза Лича, который, как вы уже знаете, назначен на 27 сентября. Вот, и вместе с этим один из дизайнеров классического World of Warcraft, Крист Зирхут, дал обширное интервью, в котором прояснил очень много деталей, волновавших значительную часть аудитории. Какие награды отдельно будут получать танки и хиллеры в пятерках, и как это будет реализовано без автоматического поиска подземелий. Как будут усложнены инсты при переходе в новую фазу, и многое другое, о чем мы сейчас подробно поговорим. Но сначала я хотел бы обратить внимание тех, кто подыскивает годный бесплатный сервер World of Warcraft. Не секрет, что многие игроки в последнее время оказались в сложной ситуации и не могут оплатить подписку, и для них это как нельзя кстати. Русскоязычный проект Isengard будет вас рад видеть и предложит вам игровой экспириенс ничуть не хуже официальных серверов. И это даже не мое мнение, это мнение большинства людей, которые пробовали на этом проекте довольно долго. А серверу, на секундочку, уже 13 лет, можете себе представить. Все это время стабильная, качественная работоспособность без вайпов и прочих лагов. И что я хочу отметить отдельно, на сервере полностью отсутствует донат, влияющий на игровой процесс. Вам придется все добывать своим скиллом, никак иначе. И вместе с этим вы можете быть уверены, что ваш игровой опыт не будут портить отдельные личности, которые не прочь прикупить себе топовый шмот с легендаркой в придачу. По этому поводу можно не волноваться, все по-честному. Кроме того, если вы уже имеете персы на каких-то других известных проектах и вам жалко с ними расставаться, вы можете легко перенести их сюда, воспользовавшись услугой автоматического переноса. Если все сделать правильно, перенос займет не больше минуты. На сервере сформировано большое, дружное и, самое главное, активное комьюнити, с которым вы проведете самые лучшие часы за игрой World of Warcraft. Не верите? Таких классных серверов не бывает? Окей, переходите по ссылке в описании, регистрируйте аккаунт и убедитесь в этом сами. Ну, а мы продолжаем. Господин Зирхут наговорил много чего, но мы с вами сейчас из его интервью выделим самое интересное. А именно, меня еще с момента первых анонсов интересовала система поиска подземелий. Сейчас в припатче вы можете видеть, что работает она просто как инструмент помощи игрокам для сбора группы, и никакой автоматизации не планируется. И собственно не планируется и после завершения припатча. Сделано это прежде всего для того, чтобы игроки к игре подходили иначе, и не торчали круглые сутки в данжах. С этим вопрос ясен. Единственное, что было непонятно, как будут поощряться роли, которых в поиске меньше всего. Ну, например, танк и хиллер. Напомню, что награда давалась именно за то, что вы участвуете в рандомном поиске группы. Ну, мало того, что система вас поощряла хотя бы за то, что вы подписались идти с 4 абсолютно незнакомыми людьми, от которых можно ожидать все что угодно. Неясно, какой у них опыт игры, будут ли они выкладываться на полную или просто бежать в полу-АФК режиме. Вы на все это подписываетесь, и за терпение со временем даже получаете звание терпеливый. Кроме того, рандомная группа еще получала баф, который облегчал прохождение относительно обычного сбора группы. Но вот в современной системе поиска никакой автоматизации нет. И как тогда? А будет так. Близы прямо со старта дополнения добавят алгоритм, в котором система после полного прохождения подземелья определит вашу роль. Чем вы, собственно, занимались в инсте? Танчили, хилили, дамажили. Да, кстати, любопытно, что роль ваша будет определяться не со старта, как это было ранее, а после подведения итогов. Забавно, кстати, если какие-нибудь Blood ДК при таком раскладе по завершению прохождения и подведения итогов будут получать роль хила. Ну, это, конечно, навряд ли, но а вдруг? Этот алгоритм будет работать только если вы натанчили или нахилили конкретно в собранной заранее группе. Что это означает? Это означает, что если вы в состоянии принести инст соло, то вас, конечно, система не поощрит. Примечательно, что если Blizzard уже заранее позаботился о введении подобного ограничения, то им уже точно понятно, что какие-то инсты игроки будут выносить в соло. Осталось только понять, какие это будут классы и какие инсты. Если вам что-то известно по этой теме, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы со зрителями будем вам признательны. Вот. Что касаемо награды, как я уже говорил, после прохождения инста, если система определила вас как хила или танка, вы получаете сумку со всякой там расходкой. Предполагаю, что это будут какие-нибудь хаст-поты, мана-поты или поты на здоровье, бинты, еда и прочее. Но, кроме всего прочего, в сумке может прокнуть рарный маунт.
Причем возможен дроп и совсем редкого транспорта. Кроме крылобега с террасы магистров или Анзу за друидский квест, может пропнуть, что бы вы думали, конь с барона. Да, тот самый конь, на который вы уже, наверное, потратили 100-500 часов, и в существовании которого вот лично я уже начал сомневаться. Сейчас в период при патче многие игроки занимаются фармом коня с барона, ввиду того, что таланты стали жестче, проходить Стратхольм соло стало тоже проще. Думаю, что после прокачки до 80 уровня будет еще проще. Конь имеет очень редкий шанс дропа, счастливчиков, которым им обладает, можно по пальцам пересчитать. И сегодня Blizzard дает возможность получить коня более цивилизованным способом, спокойно и в составе группы Гнева Короля Лича. Единственное, что неясно, каков будет шанс дропа. То, может быть, он будет еще меньше, чем в Стратхольме. Ну, поглядим, короче. Еще один аспект, который, я думаю, волнует многих из вас. В одном из прошлых видео я уже рассказывал о том, что разработчики хотят продлить жизнь Ульдуару подольше, относительно оригинальной версии. Ну, им не хочется, чтобы такой классный рейд, который, я повторюсь, является венцом творения дополнения Гнева Короля Лича, им не хочется, чтобы Ульда была отодвинута на второй план после выхода испытаний Крестоносца. Им хочется, чтобы игроки продолжили туда ходить не только за ачивами, но и за актуальным шмотом. Поэтому разработчикам пришла в голову идея значительно апнуть шмот второй фазы, чтобы была не сильно видна разница с вещами Колизея. То есть изначально был 226 этом левел, а будет 232, такой же как в десятке ИК. А вот предметы, добытые в хард-моде, будут апнуты еще сильнее, получат аж 251 уровень, тем самым даже превышая по уровню большинство вещей из 25-ки испытаний Крестоносца. Согласитесь, такой подход продлит жизнь Ульдуара вплоть до выхода ЦЛК, а может быть даже и дольше. Но это как бы еще не все. Вот самое интересное, предметы, падающие в десятки, будут иметь такой же уровень, как и в 25-ке. И рейды, по сути, не будут иметь какую-то разницу между собой, только, возможно, в количестве лута, выпадаемого с боссом. Благодаря такому подходу небольшие гильдии будут лучше адаптироваться и не будут чувствовать себя хуже относительно больших гильдий, способных собрать статик из 25 человек. Об этом, кстати, уже известно многим, я видел кучу объявлений о наборе именно в десятки, так что, возможно, формат десятки станет куда популярнее 25-ки. Что касается героиков, по этой теме у нас с вами было много дискуссий, и вот, наконец, разработчики внесли кое-какую ясность по этому вопросу. На первом этапе героики предстанут перед нами в том виде, в котором мы их когда-то видели. Но вот при наступлении второй фазы появляется возможность усложнить прохождение героической версии подземелья, так называемый героический героик. Чтобы было понятно, поясню, нафига это надо. Как вы помните, с наступлением новой фазы и открытием нового, более сложного контента появлялись вендоры с более топовыми наградами за баджи, которые фармились в тех же самых героиках. И так повторялось вновь и вновь. Новый шмот, новые баджи, а сложность героиков все та же. Это породило теорию о том, что героики в Личе максимально фейс-рольные и неинтересные, относительно какого-нибудь катаклизма, например. После выхода ката и знакомства с новыми инстами игроки слегка так подохренели от их сложности. Начали вспоминать о таких вещах, как контроль, подбирать наиболее оптимальные классы и так далее. Понятное дело, что в Гневе Короля Лича на последних фазах игроки уже одеты, минимум 245 шмот, а Герачи забалансены под прохождение в 200-м эквипе. При таком жестком овергире, естественно, подземелье не требовательно к соблюдению какой-то вообще тактики. Спокойно проносится минут за 10-15. Чем будет отличаться героический героик от первоначальной версии, кроме более сложного прохождения? Естественно, для игроков 200-й шмот, падающий с босса, становится не актуален. В большинстве случаев он идет либо в вендоры, либо на распыл. Поэтому в сложном героике уровень вещей будет приближен к уровню десятки первого сезона. То есть эпиксы из Накрамоса или, например, Сартариона. Вот. Что думаете по этому поводу? Нравятся ли вам такие нововведения или вам по душе старый подход, когда таблица лута остается неизменной вплоть до открытия последней фазы? Я жду от вас комментариев. И в заключение скажу, что Гнев Короля Лича планируется ненадолго, что удивительно. Лично мне казалось, что разработчики захотят его растянуть хотя бы года на 2, но по факту оказалось, что на все 4 фазы идет меньше, чем 1,5 года. А вот что будет потом, об этом мы поговорим в одном из следующих видео. У меня для вас подготовлена достаточно интересная тема, поэтому не забывайте подписаться на канал и, как всегда, буду благодарен за лайк под видео. Удачи!